Всем привет! Вот и пришло время детально пройтись по S10 Plus и сравнить его с топами прошлого года S9 Plus и Note 9. Я, конечно, еще до съемки первого впечатления знала ответ. Юбилейная галактика точно будет круче по всем пунктам. Но два вопроса так для себя и не закрыла. Какие у нее есть минусы и есть ли они вообще? И осталось ли хотя бы пара моментов, по которым девятки не сдали бы позиции? Кстати, хочу напомнить, мы разыгрываем S10 Plus, Galaxy Watch Active и Galaxy Buds. Для участия переходите по ссылке в описании. Итак, S9 Plus и Note 9 против S10 Plus. Погнали! С дизайном все просто, и мне даже не нужно линейкой измерять миллиметры, чтобы это показать. Все и так видно. Фронталки врезаны прямо в экран, и просто посмотрите, как это преобразило верхнюю рамку. Она тончайшая. Как только в сети начали появляться первые рендеры десятки, я думала, как бы подбородок не остался здоровым. Но нет, и его уменьшили. Если не присматриваться специально, то рамки воспринимаются симметричными, и это очень круто. А теперь кладем рядом прошлые топы. Кто-то целый год продуктивно работал, прогресс отличный. Фронталки тоже нравятся, свежо, интересно и не давит. Я уже говорила в первом взгляде, что через 5-10 минут просто перестаешь обращать на них внимание. С младшими десятками так и подавно. Плюс есть крутая анимация, которая как индикатор уведомлений подсвечивает работу камеры. С фронтальной стороной разобрались, сзади-то что? А тут перестановка и снова в лучшую сторону. Как минимум, потому что сканера отпечатка здесь нет. О его переезде отдельно расскажу. Получается просто полоска модулей и все. Кто-то может возразить, мол, вертикально было бы лучше. Возможно, но я бы выбрала вот такой вариант. Он еще не затер до дыр другими производителями, поэтому что спереди, что сзади узнается новый флагман Samsung. А не пойди разберись, что это такое. А теперь добавка вкусного. При всех улучшениях, о которых я сказала и еще скажу, флагман стал тоньше на 0,8 мм, сохранил свою высоту и ширину, слоты для карточек и даже джек для наушников. Я как любитель качественного проводного аудио, а также иногда подключить смартфон к настольным колонкам, говорю спасибо. Итого по внешнему виду делаю такой вывод. Это сильный скачок по сравнению с девятками. Причем ради него не пришлось идти на компромиссы и чем-то жертвовать. Поэтому сейчас это один из лучших безрамочных дизайнов. С внешним видом дисплея все понятно, а теперь о том, чем отличаются непосредственно матрицы. В первую очередь диагональю. По сравнению с 9 Plus она подросла на 0,2 дюйма, за счет чего догнала Note. И еще раз, это при заметно меньших габаритах. Экран десятки первым в мире получил поддержку HDR10+, а также был назван компанией самым точным в плане цветопередачи. Например, есть стопроцентное покрытие стандартов Mobile Color Volume и DCI-P3. Понятно, все это круто, умы действительно работали над матрицей, но что по факту? Вижу ли я разницу? А по факту под такой контент нужен специальный экран. Но его очень мало. Хотя его и самому можно снять. S10 тоже самый первый научился писать видео в HDR10+. Когда выбираешь Full HD разрешение, то появляется такая опция. Разница по цветам действительно существенная. Жаль, что камера ее не передаст. С другой стороны, большинство ведь YouTube смотрит и максимум вручную загружает видео в память. В обоих случаях я отличий не увидела, сколько всего не пересматривала. Матрицы Galaxy и Note как были отличными, такими и остались. Я не знаю, зачем их еще улучшать. Есть только одна заметная особенность. Новый экран Samsung назвала Dynamic AMOLED. Одноименная технология уменьшает синий цвет, почти не искажает цветопередачу и тем самым защищает глаза ночью. А вот этот эффект действительно есть. Например, при одинаковых настройках белый цвет меню отличается и давит на глаза меньше, при том, что матрица немного ярче. За это плюс. Этот пункт вытекает из двух предыдущих, потому что касается и дизайна, и непосредственно экрана. Кто загибает пальцы, знает, что это уже третий раз подряд Galaxy S10 становится в чем-то первым. Теперь в использовании ультразвукового сканера под экраном. Вот куда он переехал с тыльной стороны. Крутая технология, с анимацией симпатичной, в общем нравится. Работает, конечно, не так быстро, как сканер Note или S9 Plus, но если сложить время на поиски и попытки попасть, то 100% выбираю новый вариант. И еще хочу добавить про разблокировку по лицу. В S10 Plus нет сканера радужки или ИК-датчиков, но вот эти две камеры неплохо справляются и без всего этого. В полной темноте S9 Plus с максимальной яркостью экрана все равно слепой, тогда как с десяткой даже на минималках подсветки камеры срабатывают нормально. Хоть чуть-чуть света, разблокировка вообще молния. Поэтому снова побеждает новый флагман.
Звук у всех классный, стерео из двух динамиков. Но если раздавать места, то на третьем месте S9 Plus, чуть лучше Note 9 и заметно лучше обоих S10 Plus. У десятки звук громче и более насыщенный по частотному диапазону. При этом и мелкий динамик кричит достойно, поэтому перекос стерео минимальный. Моей десятке, конечно же, достался топовый чип Samsung Exynos 9820. Он быстрее прошлогоднего на 29% по ядрам и на 37% по графике. Хотя и девятки еще тянут все и вся, так что тут больше задел на будущее. Нагрев и тротлинг минимальный. Насчет OS тоже приятные новости. Samsung переработала свою оболочку, назвала One UI 1.1. Стала современнее и красивее. Для девяток она тоже есть. Батарея S10 Plus выросла аж до 4100 мАч, чем обогнала даже 9-й Note. Опять же, это при том, что последний толще, и эта разница чувствуется тактильно. Хотя нужно сделать поправку на стилус, он ведь тоже место занимает. Учитывая более экономичный 8-нанометровый техпроцесс и емкость батареи, десятка легко уделывает девятки. Но не сильно, ведь и экран стал больше, не забывайте. Так что автономность плюс-минус такая же, как и в Note 9, в зависимости от задач. Тем не менее, теперь S10 Plus становится чуть ли не самым живучим на рынке. А это, в свою очередь, позволило добавить ему реверсивную беспроводную зарядку. Телефоны тоже можно заряжать в случае чего, но больше это рассчитано на новые часы и наушники. С полной батареей и первые и вторые можно зарядить до 17 раз. Часам нужно 230 мАч, а футляру 252. Кстати, по ним тоже скоро будут отдельные видео. Еще ко мне приехала пачка аксессуаров. Все разноцветные, яркие, но самый интересный вот этот LED-кавер. Показываю на обычном S10, но и на плюс такой есть. Он выводит такие мигающие звезды, чтобы точно как галактика был. Уведомления, таймер камеры и еще кучу значков. Классная штука. Но вернемся к смартфонам. Под конец оставила самое интересное. Почему-то долгое время широкоугольные камеры игнорировались большинством производителей смартфонов. В основном за них топила всегда LG, ну и еще пару брендов иногда баловалась. И вот вдруг всех осенило, что они же намного полезнее, чем Zoom. Держите новый тренд. Samsung, конечно, тоже к этому приложилась, поэтому ее главное преимущество над девятками – это возможность сделать вот так. 123 градуса как-никак. Конечно, зум тоже остался, так что одни плюсы от такой добавки. Я в теме шириков, слежу за ними со времен LG V10 и Zenfone и по сей день мониторю рынок и примеры фотографий. Напрямую не сравнивала, но первое впечатление от широких фото Samsung было вау. Больше всего понравилось, что такие разные модули отлично настроены. Поэтому при переключении ты не видишь жесткие перепады по цветам, балансу белого и другим характеристикам. Это многого стоит. Кстати, с шумами тоже все достойно. Остальные две камеры полностью идентичны таковым в девятках. Главное с изменяемой диафрагмой и телевик для двукратного зума. Иногда смартфоны выбирают разное ISO и выдержку, но в целом отличия минимальны. Появился новый режим софтверного суперстаба, но в нем нельзя переключаться на другие модули. Так что лучше оставаться на обычном. Его, кстати, тоже подтянули. Вот сравнение с девятками. Фронталки. У S10 Plus их две. Один модуль на 10 мегапикселей, второй на 8 для боке. Есть режим с расширенным углом обзора. Так 80, а так 90. Но все это делает первый 10-мегапиксельный модуль. Селфи с боке умеет и девятки, но получается не такие четкие края. Видео фронталки девяток пишут в Quad HD, а десятка в 4К.
Итак, ответы на два вопроса, о которых я говорила в начале. В каких моментах девятки не сдали позиции? С точки зрения обычного юзера, это фото на основную камеру и телевик, разница есть, но несущественная. Хотя у десятки есть ширик, поэтому она все равно вырывается далеко вперед. Получается, по всем пунктам S10 Plus вчистую выигрывает. По дизайну, экрану, сканеру, звуку, железу, батарее и камерам. Тут как-то даже чересчур сладко получается, поэтому вот аж хочется подкинуть какой-то недостаток. Но я действительно не знаю, к чему придраться. К тому, что симметрии снизу нет. Но серьезно, кого это волнует? Мне главное, что джек остался. Сканер отпечатков и тот теперь в удобном месте. Пожалуй, единственное, что можно выжать, это кнопка питания. Ее повыше подвинули, поэтому нужно тянуться. Вот это неудобно. Также оптимизация под отверстие в экране не везде есть, поэтому картинка обрезается. Но это временное явление, скоро все подстроит. В общем, вывод такой. Galaxy S10 это, во-первых, достойное обновление девятки. Для юбилея Samsung действительно постаралась. А во-вторых, на данный момент это чуть ли не единственный флагман с полным фаршем технологий и без существенных минусов. Пишите, как вам Galaxy S10 Plus и стоит ли, по вашему мнению, обновляться с девяток. Спасибо, что посмотрели это видео и ставьте лайк, если оно понравилось. Ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш. А также подписывайтесь и жмите колокол. Впереди еще обзоры новых часов, бацев и сравнение S9 с S10e. Пока!